Креативный цельнометаллический дизайн от Design Affairs, гибридное активное шумоподавление до 42 дБ, высококачественный кодек LDAC, шумоподавление Smarter Me AF, составная мембрана из шерстяной ткани диаметром 10,1 мм, шумоподавление вызовов ENC с двумя микрофонами, более 32 часов автономной работы наушников и бокса, 8 часов работы на одном заряде наушников, мультипоинт до двух устройств, поддержка Bluetooth версии 5.3, поддержка фирменного приложения, встроенные 3 режима работы, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием PhilCC Pro 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я, как всегда, вам сейчас расскажу. Распаковка поставляется Pro 2 в хорошо оформленной упаковке из плотного картона. На ней есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка отличная, все упаковано надежно и презентабельно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки Type-C и амбушюры разных размеров. Качество амбушюр неплохое, и на первое время их будет более чем достаточно. Вес одного наушника 5,6 грамма, что немало, а вес бокса 32,6 грамма. Габариты бокса и наушников вы можете наблюдать на экране. Бокс небольшой, а вот наушники имеют достаточно длинные ножки. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюры металлической сеточкой, за что плюс. Отмечу, что наушники пришли полностью разряженными, как и бокс. Исходя из этого, можно сделать вывод, что модель имеет саморазряд, и это нехорошо. Либо их просто не зарядили с самого начала, но это тоже странно. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше, только еще на ТГ скидок надо подписаться, и все. На стримы, которые проходят ежемесячно, приходить не обязательно, если вы победите, я вам обязательно напишу. Перейдем к наушникам. Начнем. Приобрести данную модель можно только в единственной темно-серой расцветке, что стандартно для Phil. Бокс и наушники также уже в привычном дизайне. Ничего нового в этом плане нет. Разумеется, есть небольшие изменения, но они практически незаметны. Зарядный бокс изготовлен из пластика и матового металла, качество материалов хорошее. Бокс не марки и быстро царапины не собирает. На корпусе можно заметить разъем для зарядки Type-C, название производителя, LED-индикатор и краткие характеристики мелким шрифтом. Форма бокса прямоугольная, а форм-фактор открытый без крышки. Разумеется, грязь будет постоянно падать во внутреннюю часть бокса, и чистить его будет не совсем удобно. Наушники извлекаются очень просто и удобно, что можно их вынуть даже одной рукой. Места под наушники вертикальные, с двумя контактами для зарядки в каждом. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из пластмассы, ножки в сером цвете с полуматовым покрытием, а основные части из матового черного пластика. Дизайн, как всегда, строгий. Внешне они выглядят интересно, но из уха выпирают заметно. Сама посадка плотная, легкий дискомфорт ощущается, но только после прослушивания музыки на протяжении 2 часов. Во время пробежки из ушей они не выпадают, что хорошо, но из-за ножек, которые слегка перевешивают, их изредка необходимо поправлять. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, LED-индикаторы в верхней части ножек, которые во время прослушивания музыки не мигают, название производителя, датчики обнаружения, 4 микрофона в общей сумме и сенсорной области. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, нажав на сенсорную область 4 раза, переключение между режимами ANC активного шумодава, функции прозрачности, функции подавления шума ветра и режима мониторинга. На тапы наушники откликаются довольно хорошо и быстро, что хорошо, но к управлению необходимо привыкнуть. Или первый раз разобраться, как оно реализовано, и дальше довольствоваться тем, насколько оно удобное. Не скажу, что это самое лучшее управление в ТВС-наушниках, по моему мнению, но оно удобное, ко всему полноценное. Но, к сожалению, настроить управление возможности пока нет. Можно только включить режим полноценного управления, а также настроить команды для управления режимов шумоподавления. Не факт, что что-то поменяется, но пока только так. Ко всему, одиночный тап отключить нельзя, из-за этого часто проскакивают ложные нажатия. К слову, команды сопровождаются системными звуками и озвучиванием женским голосом на английском языке. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 10,1 мм, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. По кодекам есть поддержка AAC, SBC и LDAC. К плюсам можно отнести полноценный мультипоинт до 2 устройств, а к минусам то, что он не работает совместно с кодеком LDAC. Гибридное активное шумоподавление на борту до 42 дБ, как и функция прозрачности. ANC не имеет настройки силы шумоподавления, а в целом реализована данная функция, как и функция прозрачности, довольно просто. Но помимо них есть еще функция подавления шума ветра и режим мониторинга, плюс можно воспользоваться оптимизацией ANC с учетом окружающего шума. Но эта функция
функция работает через раз и некорректно. Но вот если подавление шума ветра полезная функция, то вот режим мониторинга непонятно зачем нужен, если есть функция прозрачности. В любом случае ANC работает хорошо, белого шума нет, глушит он окружающие звуки неплохо, функция прозрачности не раздражающая, и разговаривать с собеседником, не снимая наушники, возможно. К сожалению, FieldCC Pro 2 позади планеты, и с одним наушником эти функции работать не могут. Да и в целом, используя эту модель, складывается мнение, что производитель не особо старался, просто на бренде выезжает. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение не бесшовное. Наушники автоматически подключаются после извлечения их из бокса, датчики автоматической паузы можно отключить или включить в приложении. Работают они хорошо и без нареканий. Из полезного данная модель поддерживает 3 режима работы. Это музыкальный, игровой режим просмотра видео и фильмов. Опять же, с кодеком LDAC работает только музыкальный режим. Далее в приложении можно найти режим сна, но с данной моделью неудобно лежать на подушке из-за ножек. Но, возможно, эта функция для кого-то будет актуальна. Летим дальше. Емкость аккумулятора одного наушника 48 мАч, а емкость бокса 480 мАч. Полный цикл зарядки наушников и бокса по моим тестам занял 2 часа 30 минут, что вовсе не быстро, а наушники от бокса заряжаются 1,5 часа. Время автономной работы по моим тестам составляет 5 часов 20 минут, прослушивание музыки на 65% громкости по кодеку LDAC, без каких-либо функций шумоподавления. С боксом данная пара прослужит около 22 часов в подобном сценарии использования. Быстрая зарядка на борту, и за 10 минут подзарядки наушников они зарядились для прослушивания музыки в течение еще 1 часа. Далее, водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников, конечно же, я окунул их в проточную воду на 30 секунд, по итогу с ними все в порядке, весь функционал отрабатывает исправно, и внешне они никак не пострадали, но лучше так намеренно не делать. Для полноценного использования нужно установить приложение Feel Plus, скачать его можно, отсканировав QR-код в инструкции, но данное приложение доступно на английском языке, в интернете можно запросто найти и скачать приложение, которое доступно на русском языке, но нам необходимо проверить весь функционал в стоке. В приложении нам предоставили 3 вкладки, на первой вкладке отображается заряд наушников и бокса по отдельности, что хорошо, но не в процентах, статус функции, включение-выключение кодека LDAC. Вторая вкладка имеет окошко с навигацией по плейлисту и регулировкой громкости, окошко для переключения режимов шумоподавления, а также окошко с 3 предустановленными эквалайзерами, такими как Bass, Original и Treble. Далее есть еще 20 предустановленных эквалайзеров и даже кастомный 10-полосный эквалайзер, за что спасибо. Настроено хорошо, по большей части только 3 основных эквалайзера, остальные, как по мне, не стоят внимания. Но отлично, что данная модель корректно откликается на кастомную персонализацию звука. Третья вкладка — это настройки, о них я уже говорил ранее в ролике, обновить прошивку в приложении можно, но мне обновление еще не прилетало. Bluetooth версии 5.3, качество связи неплохое, через одну стену от источника наушники не отваливались, как и через 2 стены, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube с включенным видеорежимом незаметная, как и в целом и в играх с включенным игровым режимом. Все в пределах нормы, но вот с кодеком LDAC задержка в играх куда заметнее, если сравнивать с задержкой по кодеку AAC с игровым режимом. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC и чувствительностью до 21 дБ отрабатывают неплохо, но ничего невероятного они не показали. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников FieldCC Pro 2 и насколько они хороши вы сейчас слышите. Довольно специфичный продукт, но бренд в принципе мне нравится, плохого они не делали.
назвать их супер-мега-топом первого эшелона. Нет, это не техногигант, они делают как могут, и насколько хорошо или плохо решать вам, а я свою оценку, разумеется, в конце дам. Но напоминаю, что лучшие микрофоны в вашем смартфоне, и какие бы ни были беспроводные наушники, микрофон, когда далеко от источника звука, хороший, но не мега крутой. Либо надо покупать шнурки, напоминаю, либо что-то, где микрофон находится рядом с вашим ртом. Вот примерно так вас будет слышать собеседник. Звучание. Я тестировал данную модель с разными функциями и эквалайзерами, но поговорим о стоковом звуке по кодеку LDAC. Для начала хотел бы отметить, что для игр действительно лучше использовать игровой режим, а вот для просмотра фильмов, видео и прослушивания музыки можно использовать просто музыкальный режим с кодеком LDAC. Запас громкости есть, но не сказал бы, что он большой. Мне достаточно было 65% громкости для прослушивания музыки, и вообще всем, кому не хватает громкости у беспроводных наушников, очень советую посетить Лора, потому что еще наушники, в которых не хватало громкости, я встречал только один раз. И то на 100% было громко. Звучание здесь однозначно басхедное, звучание неплохо сбалансированное, но, как по мне, низкие частоты имеют избыточный акцент. Но совсем немного. Бас плотный и глубокий, высокие звучат отчетливо и приятно, но в некоторых композициях им не хватает выразительности. Середина проработана хорошо, инструментал различим, но не весь, а также сцена не столь широкая, как ожидалось. В общей картине звучание качественное, но мне лично не хватило более чистого звука и лучшего баса. Минусы, их в данной паре много, но открытый бокс я к ним не отнесу, так как это особенность форм-фактора. Нет беспроводной зарядки бокса, кодек LDAC и мультипоинт не могут работать в паре, функции шумоподавления не работают с одним наушником, нет возможности полноценно настроить управление, как по мне бесполезные 20 предустановленных эквалайзеров, с кодеком LDAC нет возможности включать игровой режим и режим для просмотра видео и фильмов, как по мне бесполезный видеорежим, режим мониторинга и функция оптимизации ANC. Приложение не имеет фирменного русского перевода, само приложение выглядит максимально просто и непрезентабельно. Не отображается заряд в процентах в приложении. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую, беспроводные наушники Philips CC Pro 2 не особо впечатлили меня, так как они хороши по звуку и по автономности. Но учитывая стоимость, я не в диком восторге. Плюс, по сравнению с тем, что нам предоставляют другие компании в наушниках этой ценовой категории, те же Huawei, Xiaomi, Realme, Philips CC Pro 2 выглядит как что-то старое. От меня девайсу максимально скромная да и то на лютых распродажах и в первую очередь за дизайн и звук по кодеку LDAC. Подписывайтесь на канал с колоколом, не забудьте подписаться на ТГ скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Добра и удачи вам, дорогие друзья!